Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы будем разбирать с вами тему психосоматика болезней для вашего знака зодиака. Прежде чем мы приступим, хочу сделать небольшую ремарку, а именно напомнить вам, все то, что сейчас я озвучу, будет характерно для представителей всех знаков зодиака Козерог, как для солнечных, так и для асцендентных. Но обращайте внимание, что самой верной, точной и точечной будет для вас индивидуальная информация по вашей натальной карте. Безусловно, вы можете рассчитать ее самостоятельно на любом из бесплатных онлайн-ресурсов, но я вам рекомендую это делать у астролога, потому что любой грамотный астролог будет вам выполнять ректификацию вашей даты рождения, даже несмотря на то, что вы ее знаете. Почему? Потому что даже занесенные данные на вашу бирку в момент рождения не всегда не могут быть корректными, они могут быть ошибочными. Поэтому, чтобы избежать этих моментов и действительно точно просчитать ваш натал, ваш асцендент и ряд других факторов, обращайтесь за этой помощью к необходимым вам специалистам. Ну а мы приступим. Будем анализировать ваше состояние здоровья с точки зрения астрологии и Таро. Почему именно так? Потому что до XVIII века изучение астрологии и ее связи с человеческим организмом, оно в принципе входило в программу профессиональной подготовки врача. Современная медицина не прибегает к помощи астрологии, но и астрология, и аналитика на Таро, они по-прежнему способны дать ответы на многие вопросы, которые касаются вашего здоровья. Какую полезную информацию вы можете подчеркнуть из своего натала? Из своей натальной карты на момент рождения. Здесь нельзя ориентироваться вам только на один солнечный знак. Почему? Потому что на состояние здоровья влияет еще ряд других факторов. А именно, это знак зодиака, в котором находится ваше Солнце, ну, то есть в частности в нашем случае, да, там это в Козероге. Далее, это знак, который является противоположным знаку рождения. Иными словами, это знак, который находится в оппозиции к вашему знаку. Если мы будем просматривать, то оппозиция – это то, что находится напротив вашего знака в натальном поле. В вашем случае это будет знак зодиака Рак. Далее, конечно же, это асцендент, потому что он в целом определяет и внешность, и физическое состояние, и здоровье человека. Далее, это любой дом гороскопа в вашей натальной карте, который содержит стеллиум. Стеллиум – это группа из 3 или большего количества планет. Также мы в целом анализируем оси здоровья, назовем так в кавычках, то есть астрологические дома. 2-й, 8-й дом и 6-й, 12-й дом. Почему непосредственно эти оси и эти дома? Потому что 2-й и 8-й дома – это у нас первопричины, почему происходят те либо иные заболевания, а 6-й, 12-й это уже как следствие. Но если 2-й дом, поскольку у нас он является домом энергии и энергетических нарушений, то здесь это то, что зависит от индивидуума, то есть от нас с вами, а именно наше пагубное такое или похабное отношение к своему здоровью, недосып, то есть нарушение режима дня, переедание, там, злоупотребление алкоголем, табаком или, может быть, психотропными препаратами, то есть у каждого по-разному. Но это на то, что вы можете влиять и влиять в состояние. И как следствие, если мы в чем-то здесь у нас идет перегиб, это первопричины, в которых мы виноваты сами. Но, конечно, есть одно но. По 2-му дому очень часто еще проходят энергопробои. То есть это те вещи, которые могут быть связаны с деструктивными программами. За что же у нас отвечает 8-й дом? Поскольку сам по себе 2-й дом – это энергия, 8-й – это смертельные заболевания. Это клинические смерти, это тяжелые операции. Но сам по себе 8-й дом, он описывает ситуацию несколько шире, потому что по нему могут просто проходить резкие обострения, но не обязательно смертельного порядка. Хотя да, по 8-му дому и проходят иногда у нас и клинические смерти, и какие-то серьезные заболевания, которые в целом нас могут трансформировать. Иными словами, ось 2-го, 8-го дома – это ось кризисных состояний. Что такое у нас еще 8-й дом? Это дом наследственности. То есть это заболевания, которые нам переходят по наследству от наших родителей, от наших предков. То есть не обязательно, что, допустим, у ваших родителей есть эти заболевания могли быть у вашего бабушки, дедушки, но в вашем колене, так сказать, в вашем воплощении они могут отыграться, и вы можете их проживать. 6-й дом. 6-й дом – это у нас
дом манифестации болезней, либо дом результатов. То есть здесь мы уже видим, с чем мы имеем дело. То есть сама болезнь, ее проявление, ну то есть и как с ней бороться. А что такое 12-й дом? 12-й дом – это у нас пребывание в больницах, это хронические заболевания, это скрытые заболевания, которые изначально нам не видны, но потом неожиданно могут проявляться, доставлять массу неудобств. И поскольку у нас 12-й дом – дом кармы или дом духовности, то есть это те болезни, которые мы проживаем из-за нашей плохой наработанной кармы, как от предыдущих воплощений, так и от текущих наших жизненных деяний. Вы будете парировать: окей, а если родился ребенок уже с какими-то нарушениями, потому что по 12-му дому очень часто проходят и вопросы инвалидности. Что мы здесь можем сказать? Это карма, которую ребенок в этом воплощении отрабатывает за прошлое, и карма его родителей. То есть можно к этому относиться скептически, но факт остается фактом, потому что, по сути, если мы будем брать всех новорожденных, это безневинные чада, и как тогда так случается, что кто-то здоров, а кто-то болен? То есть это все карма или наших родителей, которые отрабатываем, или предыдущих воплощений в целом. Поэтому по 12-му дому мы можем только попытаться скорректировать ситуации праведными деяниями, нашей духовностью, вопросами благотворительности и прочего. И еще необходимо обратить внимание на первый дом. Почему? Потому что первый дом, поскольку это наше «я», по нему иногда проходят травмы. Он, в принципе, отвечает за изменение формы физического тела. Поэтому любые шрамы, увечья и прочие какие-то аспекты у нас также проходят по первому дому. В целом, что мы еще должны знать и понимать о диагностике? Болезни по знакам зодиака – это, в принципе, очень полезная, актуальная информация. Почему? Потому что каждый знак зодиака отвечает за определенную часть тела. Мы сейчас с вами к этому подойдем. Буду более детально вам это описывать и об этом рассказывать. Но уже сейчас, я думаю, понятно, да, что непосредственно козероги у нас отвечают за колено и все, что у нас как бы ниже колена. Зная это или тщательно изучив эту информацию, мы с наиболее высокой долей вероятности сможем отметить самые уязвимые места для представителей того либо иного знака зодиака, по которым пройдет болезнь, и время, когда этот механизм будет запущен. Но время, конечно, мы уже смотрим, скажем так, в индивидуальном порядке по натальной карте. Потому что болезнь, она сама по себе формируется не только по солнечному знаку, но и часто по тем знакам и планетам, которые наиболее повреждены негативными аспектами. Самыми негативными, как правило, являются это соединения и квадраты, особенно тау-квадраты, да, которые мы можем видеть в натальной карте и уже, скажем, отталкиваясь от этого, делать какие-то выводы. Помимо всего прочего, анализ домов показывает не только предрасположенность, но и то, как будет протекать заболевание, когда оно может проявиться, в каком возрасте. И это подтверждается не только астрологическим методом. Существует еще такое направление в медицине, которое раньше называлось психоэндокринология, а теперь называется нейроэндокринология. И вот оно говорит о том, что небольшое изменение в гормонах сразу после рождения, оно может определять состояние здоровья человека на десятки лет вперед. И это можно диагностировать, по сути, уже сейчас. Это на самом деле достаточно близко к астрологии. В целом астрологический опыт показывает, что по карте мы можем диагностировать и поздние заболевания, которые наступят не скоро, допустим, через 10-20 лет. Это как раз и подтверждает тот факт, что все закладывается в момент нашего с вами рождения. Итак, давайте приступим действительно уже к детальному проработке вашего знака зодиака. Козерог, вы 10-й знак, 10-й дом в натальном поле, и вы отвечаете отвечаете на состояние здоровья, влияете через кости и суставы, особенно в области колен. Поэтому здесь так вот схематически постаралась указать, чтобы вам было видно, о чем здесь идет речь. Конечно же, это вся опорно-двигательная система. И это все, что касается костей. То есть вы у нас костяк, вы у нас основа. Поэтому к вам еще относятся, безусловно, зубы. Поскольку вы обладаете очень крепким телом, вы способны выдержать почти все, но вашей
ахиллесовой пятой в данном случае будут депрессия, которая может спровоцировать крайне много проблем с телом, с недостатком вашего серотонина, то есть у вас, допустим, нет радости. Поэтому, чтобы этого избежать, старайтесь нормально отдыхать. Почему крайне важно вам находиться, как и в принципе большинству людей, в приподнятом состоянии, в приподнятом настроении? Потому что если козероги, тут даже не про речь, не про травму колена и там все, что у нас ниже колена. У козерогов есть такая особенность по принципу «не трогайте меня, я хочу лечь и умереть». Вот если человек настолько будет негативно настроен, то козероги имеют такую способность сами довести себя до такого состояния. Поэтому кому-кому, а вам нельзя впадать в такие вот меланхоличные и депрессивные состояния в целом. Помимо всего прочего, физические упражнения, они имеют для вас первоочередное значение. Нужно постараться все-таки на ежедневной основе уделять какое-то внимание. Но если имеются какие-либо противопоказания по состоянию здоровья, то вам необходимо выработать со своим врачом специальную схему занятий. Почему? Потому что когда вы занимаетесь спортом, вы и успокаиваетесь, и восстанавливается, выравнивается ваш гормональный баланс. Помимо всего прочего, поскольку вы у нас отвечаете за костяк, за кости в целом, да, вам крайне важно придерживаться диеты, которая состоит из продуктов, обогащенных кальцием. Если, конечно, ваш врач не предписал вам что-то другое. Потому что это залог хорошего здоровья, и это является профилактикой заболеваний опорно-двигательной системы. Влияние вашего управителя Сатурна, оно по мере взросления помогает лучшему восприятию ваших способностей. Способности — это, знаете, как локомотив двигаться к цели, добиваться результатов. Это все прекрасно, но также, когда вы в чем-то переусердствуете, это может негативно сказаться на вашем состоянии здоровья. У вас, если, скажем так, парадоксально, в детстве здоровье может быть слабое, а с возрастом более крепкое. Почему? Потому что это происходит по той причине, что Сатурн имеет такую, вы знаете, репутацию зловредной планеты до тех пор, пока человек не научится работать с ее энергией. А для этого нужны годы и даже десятилетия. Поэтому у вас с годами вместе с самодисциплиной, терпением, смирением, у кого-то с аскетизмом улучшается здоровье, возрастает ваша жизненная сила, и Сатурн даст вам необычайные ценные качества. Это мудрость, трудолюбие, неординарность мышления. Некоторые, конечно, говорят, что энергия Сатурна — это еще тот крест, который вам нужно нести всю жизнь, но тем не менее. Вот как раз энергии Сатурна и связаны ваши уязвимые точки, потому что вашими проблемными местами являются позвоночник и суставы. Или, как говорят, крест — это ноша, которая может быть слишком тяжела. Вот так, фактически, знаете, говорю, дословно то, что характеризует ваше состояние здоровья. И особенно большим нагрузкам у вас подвергаются коленные суставы, потому что они являются опорными точками всего скелета. Для вас характерны такие заболевания, как артриты, артрозы, остеохондрозы, склерозы, радикулиты, параличи. Увы, но это то, что это, конечно, больше с возрастом, больше, говорю, к преклонной старости уже это может проявляться, но тем не менее, предупрежден, значит, вооружен. Соответственно, если вы уже с молоду будете делать профилактику и акцент на эти, скажем так, уязвимые точки, то вы сможете прожить до глубокой старости и чувствовать себя здраво. Очень часто, конечно, у козерогов бывают проблемы с зубами и кожей. Почему? Потому что второй управитель ваш Уран, он провоцирует эти нюансы. Помимо всего прочего, влияет на такие вещи, как переломы костей, на кровоизлияние, судороги, на разрыв желчного пузыря. Самое главное, что вы себя также не перенапрягали физически и морально, потому что вот непосильные нагрузки или, я бы сказала, перегрузки, они часто приводят вас к надрывам, что может повлечь за собой болезни. Помимо всего прочего, вы знаете, что если вы начинаете заболевать, то болеете долго, выздоравливаете медленно. И на самом деле очень часто это кармический смысл болезни. Это отдых, в котором вы крайне нуждаетесь. Потому что отдыхать вам крайне необходимо. У вас есть такой момент работать как загнанная лошадь, добиваться максимальных результатов. Этого не нужно делать, то есть без фанатизма. И если ваша деятельность связана с какой-то физической работой, то показан пассивный отдых, то есть там театр, кино, пляж,
просто там чтение интересной книги. А если же наоборот у вас работа сидячая, то это должны быть такие актуальные физические нагрузки. Особенно, чтобы большая часть упражнений были направлены на позвоночник. Для вас таким вот спасительным является плавание. Почему плавание? Потому что, во-первых, вам как знаку Земли крайне важна такая вот энергия воды, потому что энергия воды вас напитывает, снимает у вас весь деструктив, всю энергогрязь и позволяет вашей энергии циркулировать правильно. Помимо всего прочего, вам, как такому аскетичному психотипу, нельзя забывать о полноценном питании. То есть, безусловно, и фрукты, и мясо, орехи, и продукты, которые богаты кальцием. Потому что, еще раз повторюсь, если вы не принимаете какие-то БАДы или витаминные добавки, то есть какой-то комплекс, прописанный врачом, просто получать такое количество кальция из пищи, ну, это маловероятно. И, как следствие, из-за того, что мы просто мало дополучаем из пищи, у вас могут быть проблемы, связанные все, что идет по костям, колени, опять же, помимо всего прочего, задняя часть бедер, это все, что связано с коростой, с зудом в коленях или около них, поэтому будьте с этим бдительны и внимательны. Потому что, ну, это больше касается, конечно, когда людям уже за 60, я имею в виду козерогам, вот у них, в частности, в большей степени проявляются проблемы опорно-двигательного аппарата, такие как артрит, артроз, остеопороз, остеохондроз, бурсит, люмбага, миозит, переломы, вывихи, растяжения. Опять же, ближе уже к зрелому возрасту кожные заболевания, проблемы с волосами, зубами, ногтями, а все это недостаток, нехватка кальция, проблемы с коленями, а именно воспаление мышц, сухожилий, связок. И для вас характерна такая вещь, как разрушение сустава или хряща, ослабление костных структур. Поэтому вам просто необходимо следить за состоянием своего организма, потому что внешние изменения, они будут вам указывать на недостаток витаминов и макроэлементов. То есть, видите, там выпадают волосы, да, это может быть от стресса, или у вас там хрупкие ногти. Это уже как указание на то, что необходимо обратиться к врачу и сдать все комплексные анализы. Плюс не пытайтесь заниматься самолечением и использовать только какие-то народные средства, потому что на самом деле для вас это может затянуть картину выздоровления и усложнить правильное лечение. Еще, помимо всех перечисленных нюансов, для вас крайне важно учиться самодисциплине, терпению и аскетизму, потому что именно эти качества позволяют вам улучшить ваше здоровье. Особенно если это включает еще занятия любимым хобби, прогулки на природе, посещение культурных мероприятий. Это все то, что позволяет вам научиться какой-то выдержке, терпению и терпимости к другим людям. Это тоже для вас крайне важно. Плюс стараться избегать нервных перенапряжений. Почему? Потому что здесь это способствует каким-то нервным расстройствам. Поэтому не зря вам сказали, что нужно заниматься хобби, посещать мероприятия, чтобы на что-то отвлекаться морально, эмоционально. Потому что все вот эти нервные переживания и стрессы, они могут перерасти впоследствии в психосоматические нарушения. Что не есть очень хорошо. Вообще компенсаторные действия для козерогов – это баланс труда и отдыха. Это акцент на правильное питание с большим содержанием кальция. И если вы занимаетесь каким-то таким тяжелым профессиональным спортом, то, не знаю, насколько это возможно, но снизить нагрузку на позвоночник и колени. Помимо всего прочего, поскольку у вас ваш организм, он крайне чувствителен к разным раздражителям кожи, и такая особенность у вас может сохраняться в течение всей жизни, то есть это аллергические реакции на какую-то пыльцу, на какие-то, может быть, даже крема, препараты, или просто вы поехали на природу, реакция на какое-то там растение, это как следствие может, знаете, как вызывать какие-либо раздражения. Поэтому для вас must-have – это использование солнцезащитных кремов и каких-то антиаллергенных препаратов, опять же, по рекомендации врача. То есть это важно понимать. Плюс вам крайне важно исключить сырость, холод и сквозняки, потому что они опасны для суставов. Это, в принципе, основные акценты, которые я хотела проговорить. Ну а сейчас мы с вами будем смотреть и анализировать рекомендации по домам. Итак, что у вас идет по второму дому?
по второму дому. По второму дому рыцарь жезлов. Вот ваши связки и сухожилия. То есть то, над чем вы работаете должны, на что вы можете повлиять, на эластичность ваших суставов. То есть это как прием. Даже, может быть, кто-то там ест холодец или употребляет желатин или дополнительно там еще пьет ряд препаратов, которые прописаны врачу. Опять же, это плавный разогрев перед какими-то серьезными физическими нагрузками. Ну и вообще растяжка – это ваше все. То, что вам необходимо, и дает долговечность вашей жизни. Потому что чем более эластичны ваши суставы, тем более молодыми и здоровыми вы себя ощущаете. Смотрим 8-й дом. Что по 8-му дому? По 8-му дому у нас здесь идет королева чаш. Королева чаш – это наше эмоциональное состояние, переживание. Но переживание когда? Когда по рыцарю мечей что-то идет не по-вашему. Поэтому здесь для вас разрушительным фактором будет являться гнев, который съедает вас изнутри. Вопросов наследственных заболеваний, ну вот если смотреть точечно, я здесь не вижу. Здесь по 8 чаш это все, что касается меланхолии, депрессивного состояния. И поскольку эти карты ложатся в 8 доме, это вот, знаете, как самонастрой. То, о чем я вам говорила. Хочу лечь и умереть. Да? Вот вам категорически важно избегать такого эффекта. Если вы видите, допустим, если у вас кто-то является родственником козерогом, и вы видите тут такое состояние, здесь без помощи грамотного психотерапевта не справиться. То есть не пускайте эту ситуацию на самотек, или действительно ваш родственник может довести себя до такого исхода. Если мы будем смотреть и анализировать 6-й дом, что здесь по 6-му дому? По 6-му дому король мечей. Мечи. Да, с одной стороны, у нас они отвечают непосредственно за воздух, то есть за наши там легкие, за зрение, но помимо всего прочего, это наши кости. Поэтому здесь король мечей, это, знаете, как своевременная консультация у врача, потому что 5 мечей – это карта переломов. Переломов – это не просто ушибы, это, знаете, как трещины в костях и так далее. Здесь рекомендации врача, которые вы должны принимать, да, и профилактика подобного рода заболеваний или предрасположенности. То есть для большинства это все-таки, если там все в порядке с почками, если все в порядке по анализам, и врач вам прописывает прием кальция, принимать его обязательно, потому что для вас это must-have, основополагающее вашего состояния здоровья. Смотрим здесь 12-й дом. Что по 12-му дому? 12-й дом у нас ложится аркан жрица. Скрытые заболевания. Давайте посмотрим, какого они порядка, с чем они связаны. Туз чаш это не только, это и питание, конечно же, потому что туз чаш это то, что мы употребляем. Но и помимо всего прочего, опять все упирается в ваше психоэмоциональное состояние. Почему? Дно колоды у вас умеренность. Зачастую, очень часто в жизни нет баланса, именно эмоционального. Когда вы впадаете в какие-то меланхолии, либо депрессивные состояния, когда вы постоянно переживаете или паритесь по каким-то моментам, которые вообще не стоят вашего внимания. Вот основной момент. Это когда вы тянете свой жизненный крест за себя, за всех ваших близких, думаете обо всем, о всех и вся, и тем самым себя разрушаете. Потому что, видите, вот 5 чаш. Это такое эмоциональное такое состояние, шеф, все пропало. Что со всем этим делать? Хорошо, как вам это проработать? 10 монет, 8 жезлов и повешенный. Вы должны понять и осознать, что вам ситуацию нужно отпустить, потому что 10 монет – это у нас карта семьи, наших близких, нашего окружения. 8 жезлов и повешенный – это поменять свой взгляд на вещи и не нести ответственности за жизни других людей. Как бы сейчас это банально или странно для вас не прозвучало, но вы должны отпустить ситуацию. На все вы повлиять не можете. Обезопасить всех во всем тоже не можете. Это от вас не зависит. Вы можете дать какой-то там, не знаю, баланс, защиту, но не более того. И когда вы отпустите эту ситуацию, вы перестанете быть по повешенному в состоянии жертвы. Потому что, обратите внимание на этот аркан. Вот здесь он не висит, он здесь как бы перевернут несколько иначе. Это как другой взгляд на жизнь, совершенно иной взгляд на вещи, другой подход к жизни, переосмысление текущих действий в жизни. Как следствие прорабатываете, отпускаете ситуацию и думаете в первую очередь о себе любимых. Вот тогда по 6 жезлов вы добьетесь в жизни большего. И ваше здоровье будет более крепким, и жизнь будет ваша более долговечной. Поэтому долгих лет
вам жизни, крепкого здоровья, счастья, благосостояния. Пусть все ваши мечты сбываются. Принимайте во внимание эти рекомендации от карт Таро. Я уверена, что вы сделаете все для того, чтобы стать долгожителем в этом воплощении. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.